Боруто – будущий лидер клана Оцуцуки. Момошики, возможно, запечатал себя в Боруто. Всем привет, с вами Анивидео. В сегодняшнем ролике мы поговорим о теории, которая у меня возникла после появления Момошики в 30 главе манги Боруто. Но для того, чтобы лучше понять эту теорию, вам сначала лучше посмотреть мое видео про черный Бякуган. Ссылка в описании и комментариях. Обзор 30 главы будет, но позже. Всем приятного просмотра. Я думаю, если вы смотрели Боруто и смотрите мой канал, тогда вы в курсе, что в клане Оцуцуки побочная ветвь клана жертвует своей жизнью ради своего господина. То есть, ради того, кто стоит выше него. Мы видели это в случае Киншики и Момошики. Киншики отдал свою жизнь, после чего Момошики обрел новую силу. Судя по тому, что мы знаем о Джигене, а именно о том, что у него есть карма, и активированная карма Джигена выглядит как и сила Момошики, после поглощения Киншики, можно судить, что Момошики получил карму от Киншики и сразу же ее активировал. Тем самым стал сильнее, после чего Момошики проиграл Боруто. Он увидел в Боруто новую силу, а именно силу глаз. Возможно, он понял, что Боруто является потомком Оцуцуки, и в нем течет сила больше, чем у самого Момошики. Момошики мог просто умереть, но он решил отдать свою жизнь Боруто, тем самым признав Боруто выше себя. И сделал то же, что и Киншики для него. Но так как Боруто не умеет активировать карму, он не смог принять такую же форму, какая была у Момошики. Есть вероятность того, что клан Оцуцуки учится использовать данную силу практически с самого рождения. И есть два вида покрытия этой кармы, о которых мы знаем. Первая, начальная активация, это та, которую мы видели у Боруто, а вторая, финальная, которую мы видели у Момошики и Джигена. Может быть так, что Момошики передал свою силу и чакру Боруто, но свою душу он запечатал внутри него. Для того, чтобы когда придет время, обучить Наруто использовать карму полностью. Возможно, для того, чтобы использовать финальную трансформацию кармы, как мы видим у Джигена и Момошики, нужно два различных способа. Первый, который использовал Момошики, это резонанс душ с тем, кто пожертвовал своей жизнью. То есть Момошики, когда поглотил Киншики и получил карму, объединился с Киншики, объединил свою душу с ним и тем самым получил финальную форму кармы. Этот вывод можно сделать потому, что Боруто это точная копия аниме Наруто, только с маленькими изменениями. То есть Боруто будет как Наруто, только вместо хвостатого в Боруто будет душа Оцуцуки. На это есть намек в 30 главе манги Боруто. Когда Боруто поглотил атаку Каваки, он поранил руку, но потом она исцелилась. На что Кашин Коджи удивился. Это может означать то, что карма Боруто владеет регенерацией, а карма Каваки не владеет такой силой. Курама, когда был внутри Наруто, также исцелял его раны для того, чтобы Наруто не умер. Возможно, Момошики делает то же самое. Перейдем ко второму варианту, как можно использовать финальную форму кармы. Но для того, чтобы понять, о чем я буду говорить, вам нужно посмотреть ролик про черный Бякуган, который у меня есть на канале. Джиген, возможный член клана Оцуцуки, получил свою карму другим способом, а именно убив кого-то из Оцуцуки и поглотив его силой, тем самым полностью поглотив душу и разум Оцуцуки. Также есть вариант, что передача кармы простому человеку невозможна. Это можно понять по Каваки и Джигену, так как Джиген не смог передать карму никому, кроме Каваки. Возможно, чтобы получить карму, ты должен быть из клана Оцуцуки, или же дальним родственником. Возможно, ты должен быть выше того, кто передает тебе эту силу. Выше в плане того, что твоя будущая сила будет больше, чем у того, кто ее тебе передает. Возможно, карма так и работает, она становится сильнее с каждым разом, как ее передают. Но это уже другая история. Моя теория заключается в том, что Момошики запечатал свою силу и душу в Боруто. И именно благодаря этому Боруто и все остальные узнают про Оцуцуки много чего. Также есть возможность того, что карма Джигена и Каваки искусственно создана из клеток Оцуцуки. Из-за этого она имеет другой цвет. Так как в Боруто идет история о технологиях и о развитии в различных направлениях в сфере медицины, возможно, Джиген создал карму искусственно. Поэтому, передав ее Каваки, ему не нужно было запечатывать свою душу внутри него и умирать при этом. А вот с Оцуцуки и с их передачей кармы может быть все по-другому. Возможно, когда Момошики сказал Боруто, что у него будет тяжелая судьба и карма это проклятие, он имел в виду, что Боруто придется сразиться с лидером Оцуцуки и в случае победы занять его место и поглощать многочисленные миры для определенной цели. Мы не знаем, что происходит в мире Оцуцуки. Возможно, они борются против большого зла, которое мы не могли себе представить. И они не просто так поглощают чакру на различных планетах.
По поводу Каваки. Мы знаем, что Каваки является сосудом. Что если Каваки должен будет поглотить Джигена, и Джиген с помощью резонанса душ будет управлять телом Каваки. И тем самым Джиген станет сильнее и, возможно, бессмертным. Есть предположение, что Джиген умирает, и ему нужно заполучить новое тело. Тело, которое может использовать его силу. И сосуд в виде Каваки – это, возможно, его спасение. Если моя теория верна, после передачи силы Каваки Джиген начал умирать быстрее. Но, как я уже говорил, каждая последующая передача кармы делает ее сильнее. Возможно, для того, чтобы поглотить Джигена, у данного человека уже должна быть карма. Поэтому Джиген создал искусственную карму на основе своей. И потом Каваки поглотит Джигена, и с помощью резонанса душ Джиген возродится, но уже в новом теле. Не зря же Джиген выбрал именно ребенка, которого он может воспитывать и контролировать. Он запугал Каваки настолько, что когда они объединятся, Каваки не сможет противостоять ему, так как он будет думать, что победить Джигена невозможно. И что именно так Каваки станет полноценным, а не пустым внутри, которым является сейчас, по словам Джигена. Если вы не заметили, Киншики владел кармой, судя по словам, что ради него уже жертвовали жизнью. Значит, Киншики поглотил уже кого-то и овладел кармой. И возможно, Киншики владел первой формой кармы, так же как и Боруто. Также есть возможность того, что Момошики также владел кармой, такой же как и Боруто. И поэтому между Киншики и Момошики произошел резонанс. И так как Киншики добровольно дал себя поглотить, Момошики заполучил новую силу. Что если можно попытаться поглотить карму друг друга, что тогда произойдет? Возможно, карма Боруто и Каваки резонирует из-за того, что они хотят поглотить друг друга. И когда Боруто и Каваки прикоснулись друг к другу, появился Момошики, который не позволил карме активировать поглощение. Но это все мое предположение. В аниме может быть все по-другому. Но то, что сознание или вся душа Момошики находится внутри Боруто, это вполне возможно. Я разберу силу Каваки и Джигена в другом ролике. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока.